але ноли ностра алис, что означает, если один человек построил, другой завсегда разобрать может. Привет, народ! И снова Шидоку. Это тот самый гайковерт, который смог взять свое заявление в 1000 ньютон. Значит, в двух видео я спрашивал вас, друзья, разбирать, не разбирать. Пару человек откликнулись, и на этом все. Но как только я выпустил видео без разборки, понеслась писанина. Ты пытаешься что-то там скрыть, что-то открыть. Короче, там у нас все бумажное, как вы понимаете, все пластиковое внутри. Ну что ж, давайте разберем, посмотрим, что там на самом деле и как там. Я все-таки думаю, что там будет все как обычно. Итак, разбираю и продолжим. Ну что ж, все винты откручены, и давайте начинаем с задней крышки. Хоп, вот такая задняя крышечка, в принципе, как и во всех моделях такой конструкции. Значит, сейчас мы с вами сможем, видимо, вытянуть ротор. Да, не такая-то простая затея. Нет, не хватает мне зацепления пальцев. Снимаем, пробуем вот эту крышку. А тут у нас вместе с двигателем все идет. Опля! Вот ротор. Видите, сколько смазки на подшипнике. Сколько смазки на вот этом вот ведущем валу. Смазка довольно неплохая, плюс он немножечко уже у нас поработал. Ну что, на глаз у нас все так же 26 миллиметров. Смотрим 0. И смотрим вот так, наверное. Ну, 25,83, те же 26 миллиметров диаметр. Значит, по металлу давайте примерно хотя бы все те же 20 миллиметров. Тут я чуть-чуть не так взял, вот где-то так, да, видите, 20 миллиметров. То есть все как обычно. Сильно магнитится, подшипник померять проблематично. Хоп, 22 миллиметра, короче, подшипник. Так, этот подшипничек 16, по идее. Так и есть. Опять же, кому интересен диаметр крыльчатки, у нас 51,11. Полностью вся длина 72,41. Вот наш ротор. Ну что ж, занимаемся далее разборкой. Так, здесь мы уже поняли, что у нас к этой желтой части прикручен движок. Вот он, видите, хочет выехать. Мы его пока не трогаем. И разбираем, соответственно, корпус, чтобы разобрать весь наш колокол. Так. Пластик. Пластик вообще, друзья, трындец. Толстый, шикарный, отличный. Опять же, все эти прорезинки, видите, насквозь пропечатаны. Проблем по пластику не вижу. Внутряночка. Вот так у нас выглядит внутряночка. Все, в принципе, как всегда и как обычно. Значит, токосъемничек у нас, что по запайке. Ну, запайка такая на оценку хорошо. Какая-то мутноватый такой немножко припой, но держится как бы и держится, и это классно. Контроллер. Контроллер все тот же, все такой же. Значит, кондер у нас 1000 микрофарад на 35 вольт. Контроллер не имеет никаких опознавательных знаков. Нету у нас никакого номера. Вот. Ну и здесь все залито компаундом. 3 фазы припаяно. Смотрите, как четко и классно. Припой блестит. Вообще шикарно. Все провода трехфазные, вот эти вот, которые идут к двигателю, силиконовые. Имеется, опять же, кнопка управления оборотами. Все точно такое же, как и в предыдущих моделях гайковертов. Ну, сейчас доберемся до самого ударного механизма. Так, опять же, 4 демпфера. Вылазь. 4 демпфера. И вот такая вся у нас как бы металлическая часть. Делим. Смотрим. О, вот как это работает. Смазки просто по глаза. То есть очень-очень много. Что не может не радовать. Достаем
наковальню, шпиндель, квадрат. Смотрим. Видим, впрессована у нас металлическая втулка. Значит, во втулке имеется сколько там? Раз, два, три канавки, что ли? Вот, как-то так. То есть сделано все четко. Что у нас по фрезеровке? Фрезеровка без всяких пор. Просто шикарно, просто отлично. Как фрезеровка, так в принципе и сама отливка данного колокола. Проблем никаких абсолютно не вижу. Так, давайте берем весы. Берем весы. Ага, куда ж тут все это? Вот так, наверное. И давайте взвесим сам шпиндель. Так, у нас на весах 0. Кому интересен шпиндель, 102 грамма. 102 грамма весит шпиндель. Ну и, соответственно, поскольку времени валом, будем с вами измерять габариты. Итак, этот размер 52-13. Вот этот размер 12,05. Соответственно, диаметр 22,89. Соответственно, внутренний диаметр, если мне память не изменяет, 10 мм. А, здесь девяточка. Есть 10, есть 9. Так, что мы с вами не промерили? Диаметр самого шпинделя 17,94, ну, грубо 18. Так, ну и, наверное, все. Ну и квадрат, соответственно, 1/2. По развесовочке я все вам показал. Так, с этим разобрались. Снимаем молот. Вот такой вот венец. Солнечная шестеренка. Установлено все. Смотрим на... Зафиксировано, вернее, кольцом из проволоки, грубо говоря, каленой. То есть тоже все честь по чести, смазка на месте. Честь по чести, смазка на месте. Видите, стихами заговорил. То есть все сделано добротно. Также и фрезеровка, и, соответственно, отливочка. Вот эти вот вентиляционные по ходу отверстия, насколько я понимаю. Хотя нет, они закрываются корпусом. Вот колоколом этим. Это не знаю, что за отливочки, но вот показываю все как есть. Так, ну что ж, давайте вынемем мотор. Откручивать его я уже не буду. Смотрим опять же здесь фрезеровку. Все сделано просто шикарно, классно и качественно, друзья. Поэтому никаких скрытий, сокрытий даже не имел в виду. Я вас спрашивал, разбирать, не разбирать. Никто не ответил, поэтому я решил не разбирать, так как это уже довольно известная модель, либо форм-фактор. Вот как-то так. Ну, давайте взвесим эту часть. Посмотрим, что она нам покажет. Вот кусок металла с двумя пластиковыми вставками. 378 грамм. Давайте взвесим эту часть молота, вернее, колокола с наковальней, то бишь со шпинделем, 365 грамм. Думаю, на этом все. Ну и вот такой у нас, друзья, с вами двигатель. Все как обычно. 6 обмоток, довольно-таки толстым проводом. Провод здесь миллиметр. К сожалению, измерить, возможно, не получится. Хотя... Так, подождите, дайте-ка я нолик сделаю. Тут, наверное, уже смазка. Все-таки давайте мы сделаем zero. И я попробую ухватить... Ой, я попробую ухватить вот здесь вот проводок. Ну вот миллиметр, как я и говорил. 0,91, да? И то я, видимо, за самый краюшек его цепанул, так как глубже я не могу просто туда влезть. А больше я не знаю, где можно померить. Сюда не влезу. Давайте еще разок. Вот сюда. Да, 0,90. 0,9 будем считать провод. Даже нету миллиметра. Но, видите, этот малыш, хотя не такой уж малыш, с этим всем делом отлично справился. Светодиод подсветки, я думаю, никому не интересен. Ну и вот
все, как я говорю, трахамудия. Вся внутрянка. Так, что у нас здесь с этим молотом? Смазки, видите, валом. Все в прекраснейшем состоянии. Вот здесь смазка, это не отколотый кусок. Видите, все нормально. Пружинка, шарики, 3. Вот такие вот шестеренки. То есть все как всегда и все как обычно. И этот малыш смог целую 1000. Друзья, думаю, на этом будем закругляться. Надеюсь, вам все было понятно, видно, досконально. И все, что здесь, я ничего не скрывал. Вот вам полностью в разобранном состоянии. Все прекрасно видно. На сим разрешите откланяться. До новых видео, до новых встреч. Если что, ссылка в описании. Народ, небольшой постскриптум. Значит, собрал я полностью наш вот этот пистолет. Давайте я продемонстрирую вам. Поражаюсь, все-таки я его звучанию очень сильно поражаюсь. То есть все работает как вправо, видите, так лево, как со стопом, так и без стопа. Значит, в чем фокус? Многие люди спрашивают о составе контактов. Вот смотрите, видите, фонарик магнитный, все отлично, шикарно. Значит, здесь же контакты абсолютно никоим образом не магнитятся. Что есть тоже большой плюс. Видимо, какая-то латунь с покрытием. Ну, разбирать уже, царапать их я не буду. Тут они, кстати, поцарапаны уже контактами аккумулятора. Виднеется желтый, если вам видно, металл. Скорее всего, просто латунь, покрытая, не знаю, никелем или чем еще. Это, в принципе, не важно. Так, и второй момент. Спрашивают толщину. Так, у нас есть 0, значит, меряем. В основном это 0,8 мм. Так, 0,8, как мы видим и здесь. И примерно здесь тоже 0,8 плюс-минус, да? Вот, то есть контактов этих, я так считаю, ух ты, вполне себе хватает. Будем считать, что 0,75-0,8 миллиметра. Вот. Вот теперь уже пока. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим.